Недавняя встреча президента США Дональда Трампа с королем Иордании Абдуллой II привлекла внимание множества людей. Одним из главных вопросов, обсуждавшихся на встрече, был план переселения жителей Газы в соседние страны. Трамп снова попытался вовлечь Египет и Иорданию в его предложение, несмотря на отказ этих стран. Однако поведение короля Иордании стало настоящей проверкой его независимости. يشرفنا أن ينضم جلالة الملك عبد الله إلينا وهو صديق لي منذ. Многие зрители заметили, что выражение лица короля было напряженным и подчиненным. Это показывало, что он оказался в сложной ситуации, находясь под внешним давлением, и не имел другого выбора, кроме как подчиняться требованиям США. Его реакция на вопросы Трампа была сдержанной, и его ответы были короткими, что лишь подчеркивало его внутреннюю неуверенность и трудность в принятии решения. Король Иордании был в уязвимом положении. Несмотря на заявления официальных лиц о независимости Иордании, в реальности он был вынужден следовать указаниям США, потому что его страна зависит от американской помощи. В ходе встречи Трамп прямо заявлял, что если Египет и Иордания не согласятся на переселение палестинцев, США могут прекратить финансовую помощь этим странам. Иордания ежегодно получает более 1 миллиарда 400 миллионов долларов от США, а Египет – около 2 миллиардов. Эти деньги включают как экономическую, так и военную помощь, которая жизненно важна для стабильности этих стран. Если США действительно прекратят помощь, это может привести к экономическим последствиям, которые будут болезненно сказываться на народах этих стран. Однако, несмотря на внешнее давление, король Иордании не может в полной мере игнорировать мнение своего народа. Большинство иорданцев против идеи переселения жителей Газы, и король, несмотря на его поведение на встрече с Трампом, также сталкивается с внутренними протестами. Это явный знак того, что, несмотря на все внешние угрозы и давление, в странах региона есть силы, которые не хотят подчиняться политическим интересам больших держав. В то же время Турция заявила, что готова взять на себя ответственность за жителей Газы, ссылаясь на необходимость референдума. Gazze'liler referandum yapsınlar ve Türkiye Cumhuriyeti'ne Filistin devleti kurulana kadar otonom bir bölge olarak bağlansınlar. Это добавляет еще больше давления на Иорданию, которая уже и так сталкивается с невозможностью самостоятельного решения этого вопроса. Вопрос, который стоит перед нами, остается открытым. Как долго еще страны будут поддаваться внешнему давлению, не потеряв своей независимости и суверенитета? И, возможно, пришло время для всех наций задуматься о том, как сохранить свою самостоятельность и защитить интересы своих народов, не идя на поводу у великих держав.